Главные новости этого дня. Известная телеведущая Татьяна Лазарева объявлена в международный розыск. Ей грозит до 7 лет лишения свободы по уголовной статье «Оправдание экстремизма». Уточняется, что на данный момент Татьяна Лазарева проживает за рубежом, в стране Испания. На данный момент готовится совместная операция по аресту телеведущей и депортации Татьяны Лазаревой на территорию Российской Федерации. Федеральная служба безопасности задержала известного актера, члена комитета Дмитрия Харатьяна и российского певца Гарика Сукачева за ведение незаконного ресторанного бизнеса на территории Российской Федерации. По словам главы антикоррупционного комитета Никиты Михалкова, это очень неприятное событие для всех сотрудников организации, так как Дмитрий Вадимович является активным членом комитета и своим поступком может дискредитировать антикоррупционный комитет. Никита Сергеевич Михалков отметил, что если это ложная информация, то с Дмитрия Харатьяна будут сняты все обвинения. Однако, если это в действительности так, то Дмитрию Вадимовичу придется сполна ответить за свои поступки. Сегодня утром в Санкт-Петербурге срочно была госпитализирована в тяжелом состоянии мать Ксении Собчак Людмила Нарусова. Предварительный диагноз госпитализации – гипертонический криз. По словам лечащих врачей, одна из причин печального события – это колоссальный психологический стресс, который совсем недавно пережила Людмила Нарусова, семейную драму, связанную с ее дочерью Ксенией Собчак. Сотрудник организации известный актер Юрий Назаров сообщил, что за последнюю неделю антикоррупционному комитету удалось закрыть на территории России 14 подпольных незаконных киностудий, которые снимали ремейки на легендарные советские фильмы, такие как «Ирония судьбы», «С легким паром», «12 стульев» и многие другие. Помимо этого, за последние несколько дней на территории России появилось еще 3 новых филиала Организации по борьбе с преступностью и коррупцией. На данный момент в России уже 67 подобных организаций. Большое несчастье произошло с министром обороны Российской Федерации, первым заместителем антикоррупционного комитета Андреем Белоусовым. У Андрея Ремовича Белоусова, который является очень порядочным человеком и все неприятности принимает близко к сердцу, произошел серьезный спор, конфликт прямо во время совещания с бывшим министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Андрей Ремович настолько эмоционально отстаивал свою точку зрения, что к концу важного совещания ему стало нехорошо. Товарищ Белоусов побледнел, схватился за сердце и осел на стул. Стало известно, что к концу совещания Андрея Белоусова пришлось госпитализировать в ближайший госпиталь с большим подозрением на инфаркт. Помимо этого, по сообщениям центральной прессы, в последнее время у Андрея Белоусова и Сергея Шойгу стало возникать много споров и конфликтов. Одна из возможных причин подобных конфронтаций – это желание Сергея Шойгу вернуть себе прежнее руководящее место и вновь стать министром обороны Российской Федерации. К слову сказать, что за последнее время по требованию антикоррупционного комитета Сергей Шойгу уже несколько раз находился в камере временного задержания. Однако по требованию самых высших эшелонов власти Российской Федерации Сергей Шойгу вновь оказался на свободе. В Москве на Троекуровском кладбище неизвестные преступники осквернили могилу известного российского и советского певца, музыканта Бориса Моисеева. Шокирующее событие произошло в ночное время суток. Пока достоверно неизвестно, почему охрана не среагировала на данное происшествие. По словам администрации Троекуровского кладбища, могила Бориса Моисеева серьезно повреждена и нуждается в срочном восстановлении. Отметим, что Борис Моисеев ушел из жизни 2 года назад,
в сентябре 2022 по причине третьего инсульта. Сына певицы Натальи Королевой Архипа Глушко, который обвиняется в ряде тяжких преступлений и на данный момент находится в московской больнице после нападения, вновь направят на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Несмотря на то, что сыну Натальи Королевой удалось выйти на свободу благодаря помощи пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Российской Федерации, антикоррупционный комитет смог добиться пересмотра дела, и после прохождения лечения в психиатрической клинике Архип Глушко вновь предстанет перед судом. Отметим, что на счету Архипа Глушко немало преступлений, в том числе смерть ректора Музыкального института культуры Арсения Миронова. Легендарного советского и российского актера, члена комитета Василия Ливанова, ввели в медикаментозную кому. В последние дни Василий Борисович находится в критическом состоянии. По словам специалистов, врачи надеются, что в коме организм артиста сможет восстановиться и обойдется без отека мозга. В последнее время у Василия Борисовича скопилась жидкость в головном мозге. Орган недостаточно снабжается кислородом. К тому же последние исследования показали наличие онкологии в организме известного актера. Новости культуры. В городе Вологде установят памятник Иосифу Сталину. Монумент готовят по запросу общественности, так сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Памятник Иосифу Сталину установят в связи с тем, что Сталин отбывал свою вологодскую ссылку в этих местах в начале XIX века. Большая трагедия в мире российского шоу-бизнеса и культуры и рядах антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Во время антикоррупционной проверки в городе Ростове-на-Дону трагически погибли члены комитета известные артисты Георгий Штиль и Юрий Ицков. Ранения разной степени получили также известные актеры Михаил Трухин и Станислав Дужников. Чрезвычайное событие произошло в тот момент, когда члены комитета вместе с полицией совершали рейд по злачным местам города Ростова-на-Дону, проверяли ночные клубы, рестораны и подобные заведения. По данным прессы Ростова-на-Дону, трагическое событие произошло в ночном клубе под названием «Сова». Помимо известных актеров погибли и пострадали еще двое полицейских. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.